О том, как мой дрон забрался на высоту 2 километра и о том, какие трудности возникли у него при спуске с этой высоты, я показал в предыдущих 2 видео. Ссылки на них вы найдете в описании к этому ролику. Падает, сука! А теперь пора провести ревизию, узнать, какие повреждения он получил и во сколько обойдется ремонт. Погнали! Привет! Вчера вернулись уже в сумерках, поэтому осматривать и распаковывать дрон не стал проверять, но тем не менее это нужно сделать. Надо определить все повреждения, которые мы получили. Сейчас посмотрим, что у нас вышло. Короче, вот у меня полностью заряженная батарея. Сейчас вставим ее и посмотрим. Система подвеса одного из винтов пострадала. Нога здесь вот одна выбита. Но это не критично, хотя видно, что там отрыв внутри есть, прямо с болтиком вырвалось. Все это дело надо выкручивать, все нормально ставить, подклеивать, наверное. Что интересно, все ноги остались целы, они раскладываются. И подвес. Потом вчера я ткнул назад. Он здесь вообще вывалился был, висел вот на соплях. Ткнул назад, он встал, и он пока висит и подвешен нормально. Хотя здесь такая вмятина по форме, как будто он ударился об край корпуса здесь прямо. И такая вмятина прямо на корпусе этого подвеса присутствует, на самой камере точнее. Не знаю, будут ли внутренние повреждения. Стоимость подвеса и камеры для этого дрона даже на AliExpress может вылезти в кругленькую сумму. Визуально так все крутится, все вертится, как говорится, вроде должно быть норм. На батарейке даже нет ни одного деления, вообще ноль, полный ноль, то есть разряд был стопроцентный. Так, осмотр лопастей. Вот здесь одна лопасть у меня треснутая получается. Здесь у меня все в порядке, то есть 3 пары лопастей, можно сказать, условно целые, одна разбита в хламину. Ну вот, есть, слава богу, 2 запасных в комплекте, которые были непосредственно в этой комплектации. То есть она опускается и просто по идее защелкивается. Все, о, супер. Короче, комплект эти поменяли. И давайте треснутую тоже одну вот эту поменяем. То есть снимается просто, нажал, повернул, вытащил. Это круто. То есть надо заказывать лопасти. Это последние 2, которые у меня есть. А это не те. Опа, или встала. Как-то странно. Нет, они все одинаковые, там без разницы. Тут все зафиксировалось, короче. Тут все зафиксировалось, тут все зафиксировалось. Ну что же, сейчас самый ответственный момент. Попробуем. Батарея полностью заряжена. Включим пульт. Включим телефон. Снаряжаем батарею. Визуально я его осмотрел, в остальном вроде никаких повреждений на корпусе нет. То есть все в порядке. Не считая того, что он немножко хромоват. Попробуем его включить. Ха-ха! Офигеть, подвес сработал. Камера
Видит ли что-нибудь камера? Диагностика. Слушайте, ну круто. Камера видит. И подвес работает. Это прямо красота. Осталось только запустить. Запускаем винты. Взлет. Неверное положение подвеса. А что было? Ну, у него одна нога вот эта зацепилась, я видел. Она не, Неверное положение поднималась. подвеса. она не зацепилась, она, может, крутилась. Неверное положение подвеса. Еще минус винт. После перезапуска дрона. Почему-то одна из ног у нас стартанула. То есть не стартанула. Ладно, будем разбираться. На самом деле все объясняется просто. Винты для Autel Evo 2 идут парами, потому что на передних лучах моторы вращаются по часовой стрелке, а на задних против. Я не обратил внимания на этот момент и установил передний винт назад, в результате чего получил еще одно потрясение для своего дрона и еще -1 убитый винт. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Короче, заменил пропеллер из старого, который был треснутый. Попробуем еще раз. Ну, в любом случае, плюс то, что работает подвес и работает камера. Во. Это неубиваемый дрон, который, даже падая с 50 метров, остается фактически целый. Я удивлен. Рекомендую всем. Отличная вещь. И, кстати, могу добавить, что в момент падения, когда у него отключились моторы, он пропадал Неверное метров, положение наверное, подвеса. 50, и метров за 20-30 до земли у него включились двигатели опять. За счет этого он опять сбалансировался, затормозился, и они снова отключились. После этого он упал плашмя, но, можно сказать, нам повезло, и мы отделались легким испугом. Ладно, полетели, попробуем. Сань, подойди сюда, он тебя будет следить. Быстрее, быстрее. Ну-ка, подвигайся, подбегай. Подбегай туда, вот, беги. Все было хорошо, но тут система начала выдавать предупреждение о необходимости проверки подвеса.
какая-то проблема присутствует в горизонтальной плоскости. Он как будто здесь цепляет за что-то. Короче, нельзя сказать, что полностью падение прошло без последствий. Подвес в каких-то положениях в горизонтальной плоскости закусывает немножко. Ремонт все равно нужен, надо, по крайней мере, разобрать его, посмотреть. Возможно, там скололся какой-нибудь неодимовый магнитик или какие там магниты стоят. Но, судя по всему, достаточно мощные. Вот. Ну и минус 2 винта. Заказываем винты. И вперед. В принципе, будет снова в строю. Вот так вот.